Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что главный герой этой истории по имени Юрий Анхо пытается дозвониться по мобильному телефону, потому что через несколько секунд после того, как он был в школе, он появился на крыше высотного здания и не понимает, что происходит. Увидев, что телефон его родителей, похоже, выключен, Юрию становится грустно, поэтому он решает позвонить своему брату, и, очевидно, он ответит ему. Услышав голос своего брата по имени Рика, Юрий чувствует себя лучше и рассказывает ему, что происходит, на что он отвечает. Он отвечает, что он также внезапно появился в этом мире и что нет лестниц или лифтов, которые позволили бы ему спуститься со зданий. Поэтому они могут ходить только по нескольким подвесным мостам, которые есть между каждой крышей. В этом Рика просит Юрия помочь ему узнать, где она, чтобы найти ее, но она видит человека в маске, преследующего женщину, и пугается, полагая, что этот человек явно собирается ее убить. Услышав ее, Рика просит его не допустить, чтобы мужчина в маске увидел ее, и объясняет ему, что цель этого мужчины – довести женщин до отчаяния. И когда он это сделает, она будет искать выход, который может в конечном итоге положить конец его жизни. Как раз в этот момент Юрий видит женщину, которая подходит к краю крыши и бросается, испугавшись еще больше, чем уже была. Вот почему Рика просит его сосредоточиться и сказать ей, видит ли он здание намного выше. И она отвечает, что да, не подозревая, что за ней стоит еще один человек в маске, который молча приближается к ней. Увидев это, Юрий пугается и невольно роняет телефон, поэтому человек в маске пользуется возможностью, чтобы сломать его и бросить. Столкнувшись с этим, Юрий решает сбежать от человека в маске по мосту, соединяющему это здание с другим, стремясь обезопасить себя. Однако, достигнув моста, Юрий понимает, что он очень длинный и что он находится на очень высоком этаже. Но увидев, что человек в маске следует за ней, он вооружается пистолетом. Наберитесь смелости и очень быстро переходите дорогу, стараясь оставаться в безопасности, пока не вернетесь к своему брату. Когда Юрию удается добраться до другого конца моста, она чувствует себя хорошо, когда ей удается пересечь мост, хотя за ней следует человек в маске, которому удается сбить ее с ног и угрожает ей мечом. В этот момент Юрий думает, что это будет его конец, но на человека в маске нападает полицейский, который находится в новом здании, и после того, как он покончит с человеком в маске, полиция и его товарищи убедятся, что с Юрием все в порядке, и проверят новое здание. Вскоре после этого полицейский, который спас Юрия, заглядывает посмотреть, не умер ли человек в маске, а его напарник проверяет меч. Поэтому, увидев, что это самурайский меч, он приходит в восторг и невольно толкает другого полицейского. Все это явно сбивает с толку Юри, которая очень пугается, осознавая, что полицейский не сожалеет о том, что бросил ее напарника. И наоборот, кажется, что он сошел с ума в этом мире, так как он взволнован, чтобы остаться с ней наедине, а затем пытается заставить Юрия уйти. Разденься перед ним в обмен на то, что сможешь дать ему защиту. Однако человек в маске Юрия, которого она видела ранее в другом здании, оказывается снайпером и убивает полицейского одним выстрелом. Поэтому Юрий пользуется возможностью убежать и спрятаться, потому что следующий выстрел будет по ней. Уже скрытый Юрий понимает, что люди в масках пытаются довести людей до отчаяния и покончить с собой, но когда они этого не делают, они берут на себя ответственность уничтожить их. И именно поэтому он должен использовать все возможные ресурсы, если он хочет жить. Затем Юрий решает отобрать пистолет у мертвого полицейского и сжечь его, прежде чем бежать в другое здание. В этот момент из своего здания снайпер в маске наблюдает за дымом от поджога, устроенного Юрием, и при этом достает из кармана карточку с фотографией Юрия, на которой он изображен, в котором было послание, посвященное его богатому брату. Вскоре после этого, в тот момент, когда Юрий подходит к лестнице другого здания, он видит женщину в маске с топором, разговаривающую по телефону, и сразу же пытается направить на него пистолет, но женщина в маске видит ее и бросается к своему зданию, нападая на нее с топором. Увидев ее так близко, Юрий безуспешно пытается застрелить ее, и он думает, что девушка в маске хочет, чтобы она выбежала из здания одна. Поэтому он развлекает ее, чтобы она прыгнула на нижнюю часть крыши, и когда девушка в маске высовывается, Юрий стреляет в него, убивая ее. После этого у Юрия смешанные чувства, почему ему больно убивать человека, но ему удалось какое-то время быть в безопасности. Позже Юрий снова взбирается на плетень и понимает, что женщина в маске жива,
и что своим выстрелом он повредил ее маску, так что она не пострадала. Он приближается, снова стреляя, и девушка просит его отойти, потому что, хотя его выстрелу удалось повредить часть маски, она все равно выполняет приказы, которые ему отдают, и ему придется убить ее. Выслушав ее, Юрий просит девушку снять маску, чтобы освободиться от человека, который явно отдает ему приказы. На что она отвечает, что не может, и что она скорее выбросится из здания, чем продолжит жить таким образом. Увидев, как девушка автоматически заканчивает свою жизнь, Юрий понимает, что его настоящими врагами являются те, кто отдает приказы преследовать и убивать других. Через несколько минут Юрий вспоминает тот день, когда он не ел, и задается вопросом, есть ли в этом месте еда, чтобы он мог хорошо полакомиться. А затем находит рюкзак с едой и некоторым оружием, которое поможет ему защитить себя с этого момента. Так что, когда ты немного поешь, возьми топор девушки и рюкзак и переходи через следующий мост. Однако, когда она проходит половину пути, к ней приближается вертолет и стреляет по одной из веревок моста, в результате чего Юрий теряет равновесие, и он думает, что умрет. Но использует топор как крюк, встает и продолжает свой путь. В тот момент, когда Юрий прибывает в новое здание, он находит на полу женщину с несколькими выстрелами в голову. И это заставляет его задуматься о том, что в этом здании замаскирован человек, у которого есть пистолет. Затем Юрий замечает, что у женщины в кармане его рубашки есть бумага, и решает прочитать ее. И на бумаге написано, что если ты хочешь сбежать из этого мира, ты должен добраться до вертолета, который вмещает только одного человека. Все это еще больше сбивает Юрия с толку, поскольку он думает, что это сообщение может быть обманом, но если то, что он там говорит, правда, он должен туда попасть. Внезапно Юрий слышит, как мужчина просит пощадить его жизнь, и подходит, чтобы провести расследование. Однако, добравшись туда, он понимает, что стрелявший такая же девушка, как и она, без маски. Вскоре после прибытия в это здание Юрий слышит, как мужчина умоляет спасти его жизнь. Поэтому, чтобы девушка не убила его, Юрий стреляет в него из пистолета. И когда она бросает ее, он просит ее поговорить. Но девушка не желает торговаться, поэтому она достает нож и добивает мужчину, сказав только то, что он может сесть в вертолет. И она сразу же поворачивается, желая встретиться с Юрием, хотя она не хочет драться с девушкой, не имея возможности контролировать себя, поэтому она явно начинает плакать. Увидев ее, девушка понимает, что Юрий не хочет драться, и объясняет ему, что таковы правила этого мира. Однако Юрий не хочет следовать правилам, потому что прежде чем уйти оттуда, он хочет найти своего брата. Выслушав Юрия, девушки говорят ему, что если она не хочет драться, то он оставит ее в покое и полетит на вертолете. Но прежде чем она двинется, рядом с ними появляется снайпер с намерением убить их, поэтому Юрий бросается на девушку, чтобы спасти ее и спрятаться вместе в маске. Уже там Юрий думает о том, как убить снайпера, а девушка думает о том, что Юрий сделал для нее. Когда Юрий стреляет в снайпера, он говорит девушке свое имя, и она отвечает ему, что ее зовут Маюка Нисе. Вскоре после этого снайпер стреляет в него ножом, которым раньше пользовалась Маюка, чтобы попытаться причинить ей боль, но безуспешно. И это заставляет Юрия думать, что им следует уйти оттуда быстро, пока ее явно не убили. Или они явно убьют твою подругу. В то же время Маюка думает, что она очень быстро адаптировалась к этому миру, так как с детства ей приходилось сталкиваться со многими опасностями. Вот почему она чувствует себя немного странно, найдя в этом мире добрую девушку, потому что по правилам каждый должен бороться за жизнь. Несколько секунд спустя Маюка решает попросить Юрия сопровождать ее вверх по лестнице и таким образом уйти от снайпера, но перед уходом они бросают в нее пулю. Граната пытается прикончить его, и он сможет без проблем сбежать. Увидев, что снайпер исчез в результате взрыва, Юрий взволнован, увидев, что они в безопасности. Затем Маюка спрашивает его, отпустит ли он ее одну в вертолете, на что Юрий отвечает утвердительно и дает ей свое студенческое удостоверение, чтобы она передала его родителям, и скажите ей, что она и ее брат застряли в этом мире, потому что ей нужно найти его, прежде чем вернуться домой, так что прощайтесь. Внезапно Маюка слышит странный шум и понимает, что это вертолет, и поэтому она решает бежать, чтобы догнать его. Чего они не знают, так это того, что снайперу удалось спастись от указанного взрыва, но сейчас у нее нет желания следовать за ними. Позже, когда они поднимутся на крышу, девушки увидят, как взлетает вертолет. Поэтому Юрий злится и стреляет в них, прося вернуться. Увидев Маюка, говорит ему, чтобы он не беспокоился о том, что вертолет улетает, так как, возможно, кто-то прибыл раньше них. В этот момент они видят, что вертолет разворачивается и приближается к ним, открывая дверь, и внутри появляется еще один человек в маске, который стреляет в них из автомата, пытаясь отогнать их, в то время как вертолет снова улетает.
Перед лицом этого Юрий чувствует себя плохо из-за того, что произошло, и Маюка говорит ему, что она не виновата и что она будет ждать следующего рейса. Вскоре после этого Юрий думает о том, что слабым местом этого мира является вертолет, так что если они смогут его украсть, они разозлят тех, кто их явно забрал до этого места. Но им нужна поддержка, если они хотят достичь своей цели. Вот почему они должны найти кого-то, кто может служить пилотом, и других людей, которые умеют сражаться. С этого момента Юрий находит миссию для этого мира, которая заключается в том, чтобы стать хозяевами неба. И Маюка думает, что поступая так, они нарушат правила этого мира и совершат преступление. Вторжение на небеса. Через несколько секунд Юрий падает в обморок, и Маюка подходит к ней, чтобы спросить, в порядке ли она. Тем временем снайпер в маске принимает душ и переодевается. Когда он заканчивает одеваться, он думает, что очевидно именно из-за повреждения его маски он смог немного восстановить контроль над своими мыслями. Но он все еще не помнит своего прошлого и чувствует, что было что-то, что он явно должен был сделать. Хотя он не знает, что именно. Неподалеку идет другой человек в маске с топором. Через несколько минут он проходит мимо снайпера, хотя и в противоположном направлении. Сделав несколько шагов, кажется, что двое в масках получают приказ, потому что в то же время они поворачиваются и атакуют другого. Результатом этого боя является то, что снайпер добивает замаскированного топором и продолжает свой путь. В то же время Юрий понимает, что она заснула, и напоминает ему о том, что он пришел в этот мир после того, как увидел самое высокое здание в этом месте. Хотя он все еще не понимает, как это произошло. Это случилось, и через некоторое время Юрий встает с земли и находит ботинки и свой рюкзак с одной стороны. Через несколько секунд Юрий понимает, что его пистолета нет, и думает, что Маюка оставила им свои ботинки в обмен на пистолет и ушла. Все это снова заставляет ее чувствовать себя одинокой, но у нее нет времени терять, потому что в здании появился новый человек в маске. В этот момент Маюка идет по коридору одна. Трое в масках преследуют Юрия, который явно быстро убегает в другое здание. По пути Юрий немного срезал мост, по которому он явно проходил, и ему удалось заставить одного из людей в масках свеситься с моста. А затем другой из людей в масках приближается, но вместо того, чтобы помочь своему товарищу, толкает его, заставляя его упасть. Столкнувшись с этим, Юрий безуспешно пытается выстрелить из пистолета полицейского, поэтому он бежит, чтобы добраться до другого здания. Четко. Через несколько секунд двое в масках приближаются к ней, пытаясь причинить ей боль, и Маюка появляется позади них, сумев помочь Юрию. Однако она очень плохо стреляет, и она попадает под пули с первым в маске, поэтому она бросает пистолет Юрию. В этот момент второй в маске бросается на Маюка и когтями в ее руке разрывает ее рубашку. Затем, прежде чем я успеваю причинить ему вред, он падает, потому что Юрию удалось зарядить пистолет и выстрелить в него. Когда они видят человека в маске на земле, они понимают, что он все еще жив, и Юрий вспоминает слова девушки в маске, сказанные ранее. Так что воспользуйтесь случаем и спросите этого человека, почему бы и нет, они могут видеть обратную сторону масок. На что он отвечает, что если вы это сделаете, вы станете рабом тех, кто контролирует этот мир, потеряв свои воспоминания, а также свою волю. Услышав это, девочки пытаются расспросить его немного подробнее о том, что происходит, и он отвечает, что даже если ты снимешь маски, ты никогда больше не станешь самим собой. Но когда он пытается сказать что-то еще, он получает приказ и умирает. Вскоре после того, как они уничтожили троих в масках, Юрий просит Маюка стать союзницей, и она соглашается. Хотя он предупреждает ее, что если что-то пойдет не так, она предаст ее, и Юрий отвечает ему, что она поймет его, если он захочет сбежать. Прежде чем продолжить, Юрий срывает маски, которые были на двух мужчинах, и тем самым мешает кому-то другому явно надеть их. И когда они натягивают их, они задаются вопросом, который сейчас час, поэтому Маюка достает свой телефон, чтобы узнать время, и увидев это, Юрий бежит спросить его. Потом Юрий звонит Рике и рассказывает ей обо всем, что произошло. Он также рассказывает ей о Маюку, а также о своем плане. Выслушав своего брата, говорит ему, что то, что он сделал, очень хорошо, и просит его ясно убить Маюка, потому что в этом мире у вас не может быть друзей. Но она отказывается и просит его не пытаться убедить ее, потому что она этого не сделает. И в этот момент Маюка покрывается холодным потом. И Рика говорит Юрию, что она поможет ему с планом угона вертолета, поэтому если вертолет приблизится к кому-то из них, они попытаются похитить его и найти другого. Повесив трубку, Юрий благодарит Маюка и явно обнимает ее, думая на несколько секунд, что он не хочет делать то, о чем явно просил своего брата.
Позже девушки идут по другому мосту, чтобы попасть в новое здание. Юрий идет впереди Маюка. Видя, что его спутница идет, не оборачиваясь, Маюка думает, что она очень уверена в себе, спокойно идя с кем-то позади нее. В другом здании неподалеку Рика идет рядом с человеком в маске, который сидит рядом со своей последней жертвой и, воспользовавшись тем, что он отвлекся, она нападает на него с молотком, в то время как Рика, сидящая в другом здании неподалеку, нападает на него. Она думает, что она не такая смелая, как хочет, чтобы ее сестра верила. Однако она так восхищается им, что взволнованно рассказывая Маюка о нем. В тот самый момент Рика думает, что не знает, как вылечить людей в масках, и поэтому ей нужно убить его, если она хочет жить. Вскоре после этого в другом здании снайпер смотрит на фотографию Юрия и вспоминает, что он явно забыл сделать. Речь идет о том, чтобы встретиться лицом к лицу с Рикой, с которой он уже дрался раньше, но не смог его убить. Когда он заканчивает с Рикой в маске, он вытирает лицо и видит, как прибывают двое парней по имени Синдзи и Такеда. Увидев его, Синдзи приветствует его и взволнован, потому что он все еще жив, и он рассказывает ей, что разговаривал по телефону со своей сестрой. Затем Рика спрашивает мальчиков о 3 других его товарищах, и Такеда отвечает ему, что они двое ушли из группы, чтобы найти его. Выслушав Такеду, Рика думает, что у него не было намерения иметь товарищей в этом месте, и ему приятно, что он не один. Внезапно он видит, как мимо них пролетает пушечное ядро, и понимает, что это бейсболист в маске, и что этот выстрел наносит удар. Тут же Рика берет Синдзи за руку, хочет убежать и, оказавшись в тупике, решает противостоять ему. Чтобы добиться этого, Рика анализирует маскировку и понимает, что тот, кто контролирует их, использует свои человеческие навыки и знания. Поэтому, если они знают правила бейсбола, им удастся найти его слабое место и победить его. Поэтому, когда человек в маске приближается к ним, Рика использует свой молоток как биту и просит его бросить. Увидев бросок Рики в маске, просит Синдзи явно развлечь его стрельбой. И в этот момент Рика пользуется случаем, чтобы подойти к нему, разбив его маску молотком. Чего Рика не ожидала, так это услышать слова контролеров через бейсболиста, согласно которым с его силой он не может быть богом этого царства, потому что есть люди в масках намного сильнее его. В этот момент Синдзи стреляет в бейсболиста, не давая ему причинить им вред. А Рика остается размышлять над его словами и задается вопросом, знал ли этот человек какие-либо секреты об этом мире, потому что он верил, что цель этого мира — добраться до вертолета. Хотя кажется, что есть новая цель, которая состоит в том, чтобы стать богом этого мира. Несколько секунд спустя Синдзи прерывает его, прося его встретиться с остальными, и Рика идет с ним. Тем временем откровенный стрелок в маске вспоминает, что боится высоты, и жалуется на проблемы, которые доставляют ему Юрий и Рика по пути к месту, где его явно ждали его друзья, товарищи. Рика все еще думает о словах бейсболиста, потому что если существует бог, контролирующий это царство, ему нужно только выйти из-под его контроля, чтобы сбежать. Хотя есть и другой вариант, согласно которому после этого царства больше ничего нет, и в этом случае идея угона вертолета звучит лучше. После перехода моста Синдзи просит Рику быть начеку, потому что они не знают, где именно находится снайпер, на что Рика возражает, он отвечает, что его сестра покончила с ним. И говорит Синдзи, что ему нужно объединиться и покончить с этим миром. В одно и то же время Юрий и Маюка по очереди спят, а Юрий использует куст в качестве туалета. В этот момент снайпер нападает на другого мальчика и думает, что очень плохо, когда им управляет простая маска. Внезапно у снайпера кружится голова, и перед ним появляется девушка, спрашивающая, все ли с ним в порядке. Поэтому он направляет на нее пистолет, но его маска приказывает ему не причинять ей вреда, потому что она вот-вот станет богом. Услышав приказ, снайпер не понимает, что происходит, и просит указаний. Поэтому его маска сообщает ему о том, что цель этого царства состоит в том, чтобы сотворить так, чтобы бог и подобные ему ангелы не могли противостоять одному богу. На следующее утро Юрий дежурит в тот момент, когда Маюка спит, и подходит к мосту, где слышит шум. Это новый человек в маске с рюкзаком, который проходит с одной стороны от Юрия, ни на мгновение не замечая его присутствия. Тем временем снайпер в маске следует за девушкой, и маска объясняет ему его роль в этом мире, говоря ему, что те, кто носит маски, ангелы, и что ее роль в этом мире — приближать людей к Богу, поэтому она должна не причинять этой девушке вреда, а помогать ей. Итак, человек в маске опускает пистолет, а девушка говорит, что его зовут Куон Синдзаки. Некоторое время спустя солнечный свет будет Маюка, и Юрий объясняет ей, что бесстрастный человек в маске навещает ее и оставляет им рюкзак с едой и другими вещами. И среди них есть мальчик в маске. Милый нож. Увидев это, Маюка взволнована и просит Юрия защитить себя, и она соглашается.
Затем Юрий говорит Маюка, чтобы после еды они позвонили ее брату, но она явно засыпает. Когда она это делает, Рика звонит по телефону, и Маюка сообщает ему, что с ее сестрой все в порядке. Однако засыпает. Услышав это, Рика извиняется перед Маюка за него и его сестру и рассказывает ему, что ее план побега из этого мира уже реализуется. Как раз в этот момент новенький в маске с пилой смотрит на Маюка в бинокль и приходит в восторг, думая о том, что девушек использовали как часть их плана побега из этого мира. Из ингредиентов вашего рецепта. Затем Рика заканчивает говорить и просит Маюка присмотреть за ее сестрой, прежде чем повесить трубку, и она соглашается. В то же время неподалеку Конг просит снайпера в маске сформировать команду, и он отказывается, отвечая ей, что ему лучше сформировать свою команду, ища людей, потому что у него так много дел. Вот почему она говорит ему, что поблизости есть две такие же девушки, как она, и предлагает себя в качестве временного компаньона, пока не найдет их. Вскоре после этого Юрий и Маюка следуют плану Рики, который заключается в поиске союзников людей в близлежащих зданиях. Но увидев, что они никого не находят, Юрий уходит. Он разочаровывает, и Маюка говорит ему, что они только начинают свой план. Услышав ее, Юрий смеется над своей спутницей, думая, что она похожа на его старшую сестру, и Маюка рада, что кто-то любит ее. Поэтому она ненадолго задумывается и не замечает, что рядом находится повар в маске, который забирает ее. Через несколько секунд Юрий понимает, что Маюка пропала, и безуспешно ищет ее на крыше. Это потому, что повар отвел ее этажом ниже, чтобы использовать на ней свою пилу. Когда Маюка видит это, она просит его явно отпустить ее, потому что она спрыгнула со здания и не может убить того, кто хочет спрыгнуть. Но она удивлена, увидев, что у повара уже была пила. Инстинкты убийцы еще до того, как я пришел в этот мир. И хотя у него есть силы маски, он может решать сам, и очевидно, ему нужна твоя голова. Столкнувшись с этим, Маюка вытаскивает свой нож, чтобы защитить себя, и в то же время, когда повар бросает в нее рюкзак с головами других людей, оставляя ее парализованной от впечатлений и пользуясь возможностью подойти поближе со своей пилой. Однако планы повара терпят неудачу из-за того, что Юрию удается найти Маюка и спасти его, используя свое оружие. Когда Юрий заканчивает стрельбу, он бросает свой пистолет и спрашивает Маюка, все ли с ней в порядке. Она отвечает «да», и прежде чем уйти к Маюка, использует нож, сумев покончить с Маюка. Повара и не дать ему продолжать причинять вред другим. Покинув это место, Маюка чувствует, что ее цель в жизни – быть счастливой и остаться в живых. Поэтому она воссоединяется с Юри. И она показывает ему плакат на стене, на котором другие люди просят союзников покинуть этот мир. Хотя Маюка это объявление кажется странным, потому что в нем говорится о Боге, и она думает, что все это может быть ловушкой. Однако девушки решают пойти в черное здание, и очевидно, в котором должны находиться все люди. В то же время в другом здании снайпер и Кун видят ту же рекламу, и ему тоже кажется странным, что она говорит о Боге. Из-за чего они так верят, что тот, кто разместил это объявление, знает что-то еще, и они решают сопровождать Куона в это место. Когда девушки подходят к черному зданию, они следуют указаниям одного из плакатов и входят в комнату, где спиной к ним стоит мужчина, на котором, когда он переворачивается, надета маска, поэтому Юрий достает свой пистолет, но другой мужчина нападает на него с электрическим пистолетом, и двое других хватают его за руку. Маюка. В этот момент Юрий замечает, что задняя часть маски заклеена скотчем, и эти люди расстегивают ее и пытаются заставить ее надеть. Внезапно появляется моторизованный человек в маске и в течение нескольких минут уничтожает всех мужчин. После этого Юрий направляет на него пистолет и просит Маюка сбежать и поговорить со своим братом. Все это вынуждает Маюка принять решение надеть маску, и вскоре после того, как она надевает ее, Юрий просит его быстро убить ее. Маюка не нападает на него, наоборот, она использует свой нож, чтобы отрубить руку человеку в маске. Ранив человека в маске, бьет его по маске Маюка и ломает ее, и она говорит Юрию, чтобы он не беспокоился, потому что все идет так, как она. Планирую. Услышав, что другой человек в маске не понимает, что происходит, и его маска тоже, и в этом Маюка говорит Юрию, что маска, которую он носит, принадлежит повару. И сказала ему, что она повреждена, и поэтому он явно не может ее контролировать. Сражаясь с человеком в маске, Маюка думает, что надевание маски улучшило ее способности. Однако человек в маске быстрее ее и может причинить ей боль. Столкнувшись с этой ситуацией, Юрий решает помочь ей, связав ногу человека в маске, и они вдвоем удаляют его. Перед смертью человек в маске поздравляет их с совместной работой и просит покончить с этим королевством. Через несколько секунд Юрий извиняется перед Маюка за то, что сомневался в ней, и Маюка благодарит его за то, что он не стрелял в нее, даже если он думал, что она была в маске, поскольку она ничего не сказала ему о смерти. Маска. Рядом с Алику поднимается по лестнице снайпер, и он сообщает ей, что они явно находят девушку в этом здании. Тебе придется
пытаются отойти в сторону, чтобы услышать друг друга. Затем Кен просит его остановиться, потому что он слышит голоса, и речь идет о девушках, которые разговаривают с мужчиной, который прибыл в это здание. Он приходит в этот мир 2 дня назад и говорит им, что его миссия убить любого, кто хочет быть богом. Услышав это, Маука чувствует, что возможно обманывает их, и использует свои новые способности, чтобы доказать ему, что она не может противостоять им. Когда он видит ее, мужчина спрашивает его, не является ли она замаскированной Маюка, он отвечает утвердительно, поэтому он представляется под именем Танабе. А затем, когда он видит ее, мужчина спрашивает его, не является ли она замаскированной Маюка, он отвечает утвердительно, поэтому он представляется под именем Танабе. А затем, если она это сделает, она просит Юрия одолжить ей свои силы, потому что считает, что она близка к тому, чтобы стать богом. Сразу объясняя, что по прибытии в этот мир у него было 4 союзника, и он встретил доктора, который был очень близок к тому, чтобы стать богом, который использовал девушку в маске в качестве солдата, уничтожив всех своих союзников, и оставил его в живых, чтобы он помог ему убить других кандидатов в бога, но вместо этого был убит. Что если он этого явно не сделает, это убьет его. Выслушав Танабе, девушки решают пойти с ним на поиски доктора и узнать, есть ли способ разрушить этот мир. Затем Юрий звонит своему брату и рассказывает ему о своем плане, в то время как Снайпер и Кун подслушивают ее, прячась на лестнице. В этом случае девушки уходят с кораблем в другое здание, и Кун просит Снайпера следовать за ним, хотя он не спешит, потому что он уже знает, куда бы вы ни пошли. Посидите немного и отдохните. Некоторое время спустя девушки и Танабе встречаются с доктором и разочаровываются, увидев, что это всего лишь 2 девушки. Поскольку я надеялся, что Танабе найдет больше союзников, чтобы отомстить за смерть своих товарищей. Все это раздражает Танабе, который говорит Юри, что она кандидат в боги и что Маюка обладает способностями человека в маске. Перед этим доктор отправляет девочек атаковать их, и Маюка противостоит ей, стремясь выследить ее и таким образом выиграть битву. В то же время Юрий прячется со своим пистолетом, готовым выстрелить, если произойдет что-то непредвиденное. Внезапно Танабе бросается вперед, пытаясь атаковать девушку, но она атакует его своей саблей, оставляя его раненым на земле. Затем девочка, которую доктор Ямахайн, продолжает сражаться с Маюка, и она понимает, что ей это надоело, поэтому она думает, что сейчас лучшее время победить ее. И доктор вызывает другого человека в маске с луком, который пытается прикончить Маюка. Однако девочки знали, что что-то подобное может случиться. Поэтому, увидев это, Юрий стреляет в него, и доктор злится, что его обнаружили. В этот момент он видит из здания напротив и просит Снайпера остановить этот бой, но он отказывается, говоря, что в данный момент он находится в больнице. В мире всегда будут люди, которые хотят убивать других и контролировать все. И что он не ошибается, потому что доктор намеревался устранить девушек, не давая им лишить его должности высшего существа. Тогда Снайпер просит Куна вместо того, чтобы ждать, пока все вокруг изменится, что они должны посмотреть, как он может помочь. Эти слова дают представление Куну, который явно использует свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать самое высокое здание и вызвать взрыв поблизости. Когда доктор видит взрыв, он думает, что его вызвал Юрий, и она использует ситуацию в своих интересах, притворившись, что вызвала взрыв. Поэтому он говорит ему о том, что она сильнее его, и просит его прекратить причинять вред другим. Увидев, что происходит с Кулом, говорит Снайперу, что его план сработал, потому что ему удалось предотвратить явное уничтожение друг друга. И в конце концов они просят доктора залечить раны мистера Танабе. Из своего здания Рика и один из ее друзей также видели, что сделал Конг, и Рика объясняет своему другу, что это можно сделать с помощью электромагнитных волн. Поэтому она считает, что это работает как маски. Тем временем Конг говорит Снайперу, что вспомнил что-то очень важное, и дело в том, что он может контролировать только некоторых в масках. Затем Снайпер спрашивает ее, могут ли ее способности изменить порядок действия масок, но она этого не знает. В этот момент появляется бесстрастный человек в маске и приносит им еду, прежде чем уйти сам. В этом он говорит им, что будущее этого мира решает совершенный бог, и его слова явно побуждают Кун стать совершенной богиней. Через несколько минут Рика прибывает в другое здание, в котором 2 в масках явно хотят причинить боль девушке, и прибывает в другой, чтобы спасти ее. Увидев, что он делает, Рика спрашивает его, контролируется ли он кандидатом в боги, и человек в маске передает ему свой телефон. После того, как он берет его, кандидат в боги представляется как Рикуя Яшида. Когда он это слышит, Рика спрашивает его, из какого здания Бей Рикуя сообщает ему о своем местонахождении. Затем Рика спрашивает его, как он стал кандидатом в бога, и Рикуя рассказывает ему, что он нашел маску без рта, прибыв в этот мир. И, надев ее, получил много информации об этом мире, но, к сожалению, это не так. Он забыл свои прежние воспоминания. Вот так, получив всю информацию от маски, она сломалась, и он стал кандидатом в бога. Перед этим Рика хочет знать, какой он идеальный бог, на что Рикуя отвечает, что он еще не знает.
Что он действительно знает, так это то, что когда кто-то станет совершенным богом, все его желания будут исполнены. Затем Рика думает о всевозможных масках, которые есть в этом мире, и вспоминает, что ее сестра рассказывала ей о сокровище в этом мире, поэтому он думает, что богат. Что это за маска без рта? Потому что она способна превращать людей в кандидатов в бога, предлагая ему великую власть в этом мире. Позже Рика рассказывает Юри о Рикуе, и она также рассказывает ему, как у нее дела. Наблюдая, как Юри разговаривает со своим братом, Маюка думает, что они хотят изменить этот мир, и чувствует, что должна защитить Юрия. Внезапно Маюка начинает мечтать, представляя перед собой другую в маске, которая спрашивает ее, этого ли она хочет. Как раз в этот момент Юрий подходит к ней и просит немного отдохнуть, и Маюка понимает, что это был всего лишь сон. Немного отдохнув, Юрий рассказывает Маюка о своем плане встретиться в здании, где находится Рикуя. И они обе уходят, я пойду к доктору, чтобы убедиться, что он хорошо позаботится о мистере Танабе. Вскоре после этого девушки начинают свой путь к зданию, и по пути Маюка продолжает видеть себя в маске. Все это заставляет ее думать, что маска хочет завладеть ее волей, поэтому она решает подождать, пока Юрий не увидит своего брата. Следующее здание, в которое они приходят, это библиотека, и перед ними появляется человек в маске сбитой. Увидев это, Маюка бежит, чтобы противостоять ему и защитить Юрия, но она так беспокоится из-за того, что маска не может ее контролировать, что пренебрегает собой. И человек в маске бьет ее, бросая ее рядом и провоцируя Юри. Пусть Юрий выстрелит в него, чтобы он больше не бил ее. Внезапно кто-то стреляет из огнетушителя, и Юрий понимает, что это снайпер, который привел Куна туда, попросив его подождать снаружи библиотеки для его безопасности. Тут же Юрий подходит к Маюка и спрашивает, все ли с ней в порядке, и сообщает ей, что человек в маске сбитый мертв, но появился снайпер. Столкнувшись с этим, они решают сбежать, не позволяя снайперу объяснить им, что он не хочет причинять им боль. Поэтому, чтобы они не бросили в него еще одну гранату, он говорит ей, чтобы она уходила. Куону, что они будут внимательно следить за ней, потому что с этого момента одной из целей было защитить их, хотя она не хочет объяснять Куону, почему она это делает. Однако она настаивает и явно рассказывает ему свои причины, и снайпер объясняет ей, что все это связано с братом Юрия, который, увидев его в маске, разговаривал с ним так, как будто знал его, и вместо того, чтобы пытаться убить его, хотел снять маску, и именно поэтому он был в маске. Он думает, что этот парень его знает, но не может подтвердить это, пока явно не найдет его снова. Внезапно новое воспоминание о снайпере заставляет его осознать, что по прибытии в этот мир на него напали двое в масках. Одна из них была девушкой, и после того, как они победили его, он заставил его надеть маску и отдал ему пистолет. Услышав его историю, Кун чувствует себя плохо из-за того, как снайпера заставили надеть маску, и он понимает, что девушки, которые надели на него маску, хотел произвести впечатление хаос в этом мире, для чего я искал информацию о том, как направить электромагнитные волны на самое высокое здание. Тем временем в другом здании женщина в маске, которая надела маску снайперу, надеется, что скоро появится идеальный бог. И ей любопытно узнать, кто мог использовать самое высокое здание в качестве оружия. Некоторое время спустя на мосту Маюка понимает, что этот образ этой женщины в маске – это стратегия маски по ее контролю. Поэтому, хотя она сопротивляется тому, чтобы позволить ему контролировать ее, она думает, что это может произойти очень скоро. Позже, по прибытии в новое здание, Юрий идет вперед и поворачивается, чтобы поговорить с Маюка, которая явно находит ее на полу. Подойдя к ней, объясняет Маюка, что вскоре она станет марионеткой маски и не будет контролировать себя, но он не хочет оставлять ее одну, так что найдите своего брата. Вот почему, прежде чем он перестанет контролировать свои действия, он решает сбежать из здания. Увидев его намерение, Юрий останавливает ее на некоторое время, а затем Маюка отпускает ее и одновременно получает множество приказов от маски. В результате чего система маски Маюка повреждена, и она падает. «Упади в обморок». Тут же рядом с ними появляется еще одна женщина в маске. Она изображает ангела-хранителя и говорит Юрию, что ему не стоит с ней драться. Затем женщина в маске объясняет ему, что она ангел-хранитель, и что единственный способ спасти Маюку – это стать кандидатом в богини, поэтому Юрий пытается спасти ее. Что ей нужно найти маску без рта, которая находится в одном из близлежащих зданий, а затем ей нужно будет сразиться с другими кандидатами в боги, чтобы стать совершенной богиней. Услышав это, Юрий решает снять маску и стать кандидатом в богини ради своей подруги. Чуть позже Кун и снайпер прибывают в здание, где находится Маюка, и она говорит ему, что маска Маюка повреждена. Так что он собирается попытаться спасти ее, потому что если она не будет в безопасности, это может привести к ее смерти. Он явно этого не делает. Умрет. Затем Кун берет Маюка за руку, и они сразу же проникают в ее разум,
сумев освободить ее от контроля маски. Но все эти усилия заставляют Куна на мгновение потерять сознание, и когда он просыпается, он появляется в объятиях снайпера, который спрашивает его, все ли с ним в порядке. И она спрашивает его, он говорит, что да, и что ему удалось спасти Маюка. Сразу же снайпер спрашивает, где Юрий, и она явно появляется в здании, где находится маска без рта, пытаясь справиться со своим страхом при падении со здания. Поэтому, чтобы мотивировать себя, она напоминает себе, что должна спасти Маюка. Однако позади нее появляется новый человек в маске, который тянется и достает инъекционный пистолет, намереваясь напасть на нее. И увидев ее, Юрий кричит человеку в маске, чтобы он остановился, потому что ему не нравятся иглы, в то время как Маюка просыпается и зовет Юрия. Снова на крыше Юрию удается на мгновение сбежать от человека в маске с инъектором, и он бежит за маской. Увидев коробку с маской, Юрий достает ее и подносит к своему лицу, но ему не удается надеть ее, потому что он ясно видит человека в маске перед собой. В этот момент маска говорит ему, что он собирается активировать аварийные команды только потому, что враг очень близко. Вот так она просит Юрия снять маску, прежде чем снова надеть маску, и она понимает, что человек в маске движется в замедленном темпе, когда собирается напасть на нее. Понимая, что именно эту способность дала ему маска, Юрий пользуется возможностью, чтобы оттолкнуть его и избавиться от него. В то время как Рика и ее друзья видят человека в маске, контролирующего Рикую, который уничтожает другого человека в маске, который хотел причинить им боль. И девушка по имени Харука подбегает поприветствовать его. Когда ее видят, ее отец просит ее не приближаться к человеку в маске, но она считает, что он хороший, поэтому явно помогает им. Вскоре после этого в другом здании девушка, которая надела маску снайперу, наблюдает за группой Рики, и сопровождающий ее человек в маске приводит Рику в дом. Еще один человек перед ней, чтобы она покончила с ним. Затем Юрий надевает маску и появляется как бы во сне. Там маска объясняет ему, что он находится в мире внутри своего мозга, и что в течение 4 минут она поможет ему понять процесс, в течение которого в его мозгу будут заложены необходимые ему навыки в своей роли кандидата в бога. Однако вся эта информация останется скрытой в ее мозгу, пока она не сможет ее использовать. И это потому, что некоторые из этих навыков ей будет легче использовать, чем другие. Затем Юрий спрашивает маску вот так, используя имеющуюся у нее информацию, она может помочь ей с Маюка, и маска говорит ей да. Но ей нужно много энергии, чтобы выполнить это без проблем. Поэтому, когда она узнает, что у нее есть маска, она может помочь Маюка, и маска говорит ей да. Но ей нужно много энергии, чтобы выполнить это без проблем, поэтому Юрий понимает, что ему нужно тренироваться, если он хочет хорошо использовать свои силы. Через несколько минут маска снимается, потому что она закончилась в процессе установки, и Юрий снова просыпается на крыше. Внезапно Юрий слышит, как звонит телефон Маюка, и слышит голос своей подруги, хотя не может поверить, что это она. В этот момент Маюка спрашивает его, где он, и объясняет, что Куоэн спас его, и что когда он вернется, им нужно поговорить. И это потому, что Маюка думает, что Юрий, возможно, не нравится, что снайпер сопровождает их. Услышав это, Юрий взволнован, узнав, что с его подругой все в порядке, и говорит ей, что она поедет как можно скорее. Вскоре после того, как Маюка повесила трубку, он смотрит на Кун, и она испытывает страх. Поэтому она явно прячется за снайпером и объясняет ему, что Маюка несовместима с ней, поэтому он явно не может ее контролировать. Затем Маюка благодарит Куна за то, что он спас ее, но поскольку ее сопровождает снайпер, она не доверяет ему. Из-за этого, пока она добирается до Юрия, ей нужно, чтобы Кун рассказал ей все, что она знает об этом мире. Во время их разговора Юрий приходит в восторг от мысли, что с его способностями сила Юрия и сила Куона будут непобедимы. В то же время Рика и ее группа прибывают в здание Рикуи, и увидев его, он чувствует, что может положиться на этого мальчика. Чего ты не знаешь, так это того, что рядом находится женщина в маске, которая хочет уничтожить их вместе с еще 4 людьми в масках. Первый использует ракетку, чтобы распылить на них слезоточивый газ, а после него появляется другой с копьем, чья миссия уничтожить человека в маске, который явно их защищает, но когда он использует ракетку, чтобы распылить на них слезоточивый газ, появляется еще один с копьем. Его копье, направленное на него, кажется богатым его молотом, и он просит всех попытаться уйти оттуда, чтобы развлечь человека в маске, не подвергая их опасности. Первыми, кто найдет следующий мост и уйдет, будут Харука и ее отец. Вскоре после этого остальные отойдут от того места, где упал слезоточивый газ, а Рика все еще сражается с копьем в маске. Внезапно рукоятка молотка Рики отламывается, и он думает, что ему пришел конец, но перед ними появляется еще один человек в маске, одетый в элегантную форму, и спасает Рика. Богатый как раз когда гаснет газ. Перед лицом этого лидеру в маске звонят, и он меняет свою стратегию, отправляя еще 3 в масках. Увидев их, все мальчики становятся настороже, но Рика ранена и не может помочь противостоять им. Поэтому Синдзи Такеда стреляет в людей в масках своего врага, помогая 2 маскам Рикуи и остальным.
С другой стороны моста Арука заботится о Рике и видит, как другая девушка, которая их сопровождает, пытается ему помочь. Хотя она мало что может сделать для Рики, так как перед ней появляется пловец в маске, приводящий всех в изумление. И хотя ниндзя Рикуи в маске нападает на него, он добивает его и похищает Рику, и никто другой не может ему помочь. В этот момент лидер в маске празднует, что ее пловцу в маске удастся похитить Рику для своего босса. Вскоре после этого Юрию звонят товарищи Рики, сообщая ему, что его похитили, и он так злится, что невольно ломает свой телефон и кричит. Юрий тут же вспоминает, что ему нужно сосредоточиться, чтобы достичь своих целей, прежде чем он найдет своего старшего брата. Неподалеку Макуэ-кун и снайпер слышат крик Юрия, они думают, что с ним что-то случилось. Вот почему Маюка бежит за ней и, добравшись до здания с несколькими мостами, кричит на Юрия, пытаясь узнать, где он. Когда она слышит, что Юрий отвечает, помогая ей решить, по какому мосту она может двигаться дальше. Весь этот шум предупреждает другого человека в маске с гранатометом, который стреляет в Маюка, но его выстрел отражается снайпером. Внезапно появляется еще один человек в маске, рядом с которым явно стреляет из гранатомета, и снайпер думает, что это один из тех, кто надел на него маску. У этого нового человека в маске есть нож, и он собирается атаковать снайпера, пока его напарник планирует свой следующий выстрел. Увидев это, Куон решает оказаться позади снайпера, чтобы воспользоваться своим телефоном над самым высоким зданием и активировать рельсотрон. Но прежде чем ему это удается, Юрий появляется на глазах у всех и стреляет в человека в маске из гранатомета, автоматически сбивая его с ног. Сразу же другой человек в маске просит своего товарища встать и бросить гранаты, а затем делает несколько выстрелов подряд в него со всей оставшейся у него силой. Увидев гранаты в воздухе рядом с ними, снайпер планирует, как их обезвредить, если Юрий достанет другое оружие из своего рюкзака. Когда Маюка видит его, она понимает, что Юрий без проблем хватает его, хотя раньше оно казалось ей довольно тяжелым. Поэтому он спрашивает ее, не нужна ли ей помощь, и она отвечает ему, что отныне он Супер Юрий. Вскоре после разговора Юрий направляет на нее гранаты из обоих своих пистолетов, сумев без проблем сбить ее с ног. Увидев, что сделал Кун, понимает, что Юрий еще один кандидат в боги. И, воспользовавшись тем, что все отвлеклись, снайпер стреляет в маскирующегося из гранатомета. В этот момент Юрий хватает свое оружие, чтобы противостоять ему, и Маюка быстро объясняет ему, что на данный момент он их союзник. Затем снайпер целится в другого человека в маске, но он падает на пол, не давая ей его увидеть, думая, что в этот момент, что если лидер в маске, которого зовут Кусакаби, он видит его там, он явно будет смеяться над ним. Затем человек в маске решает сбежать, предварительно позвонив своему боссу, и когда он это делает, снайпер стреляет в него и добивает его. Несколько секунд спустя Маюка заканчивает объяснять Юри причину, по которой снайпер теперь является ее союзником, и она понимает, что ей пришлось использовать оружие. Маска без рта и стать кандидатом в бога, пытающимся спасти ее. Сейчас Кун подходит к девушкам, чтобы поздороваться с Юри, и она благодарит его за спасение Маюка. Пока они разговаривают, Кун говорит Юри, что им нужно побыстрее убираться оттуда, и что откровенный стрелок решил не идти с ними. Хотя если бы он попросил Куна уйти с ними, он бы не пошел. Но услышав, как она спрашивает Юрия, какова ее цель в этом мире, на что Кун отвечает так же, как и они, что он хочет покончить с этим миром, и Юрий взволнован. Однако вам не следует так долго ждать в этом месте, потому что они снова нападут на них. Поэтому Маюка просит вас поторопиться. Неподалеку пловец в маске и Рика идут к месту, где находится их босс. Когда они прибывают, они видят парня, который пьет чай, и они приглашают Рику зайти к ним в комнату, и он говорит ей, что его зовут Мамору Ивака. Затем Мамору спрашивает его имя и объясняет, что он кандидат до свидания, и что отныне Рика его заложница. Позже Рика садится пить чай рядом с Мамору и объясняет ему, что он хочет покончить с этим миром, но хочет уничтожить слабых, чтобы достичь этого. И вы знаете, что в реальном мире это невозможно. Услышав это, Рика думает, что Мамору сумасшедший и хочет поиграть в бога. Однако не в ее интересах сейчас говорить ему то, что она думает, и она пытается завоевать его доверие нейтральными фразами. Поэтому я отвечаю ему, что могу временно поддержать его, и Мамору автоматически угадывает его намерения. Поэтому за ним появляется другой в маске с пистолетом. И Мамору останавливает его, говоря, что он хочет спокойно насладиться своим триумфом.
Затем он просит Рику сопровождать его на крышу, и по пути он продолжает рассказывать ему о своем плане стать богом, рассказывая ему, что у него также есть 30 человек в масках к его услугам, некоторые из которых были уничтожены друзьями Рики. Добравшись до крыши, Рика понимает, что Мамору хочет воспользоваться вертолетом, и спрашивает его, почему он этого хочет и хочет ли он быть богом. И ответ Мамору удивляет его, поскольку он намеревается угнать вертолет, чтобы добраться до самой высокой башни. Потому что он думает, что должен пройти этот путь, если хочет быть богом, и это единственный способ достичь этого. Услышав это, Рика вспоминает, что это будет план ее сестры, и понимает, что она права. Несколько минут спустя Мамору продолжает говорить, что он будет идеальным богом этого царства. Слушая его, Рика все еще расстраивается, думая, что выбраться оттуда живым зависит от кого-то другого. В этот момент Юрий рассказывает девушке о похищении своего брата, и Кун вспоминает, что его забрал такой же человек в маске, как и он, и именно он напал на снайпера раньше. Увидев лицо Куна, Юрий спрашивает ее, не случилось ли с ней чего, и она пытается спросить, знала ли Рика снайпера в реальном мире. Внезапно перед ними появляется вертолет, и Юрий готовит свой план похищения, однако он не останавливается на достигнутом и продолжает лететь, обходя все здания, пока он не появляется рядом с местом, где находятся Мамору и Рика. Но после того, как он приближается к находящемуся внутри человеку в маске, он прощается, и вертолет снова улетает. Так Мамура считает, что ангелы-хранители, у маски которых грустное лицо, знают, где находятся кандидаты в боги, а также знают их намерения, и поэтому не приближаются к ним, чтобы помешать одному из них стать богом. Из соседнего здания женщина в маске, которая послала Юрия за маской без рта, замечает, что вертолет улетел. Из-за этого он считает, что рядом с местом, где вертолет собирался приземлиться, есть много кандидатов в бога. И он воображает, что Юрий один из них, из-за того, что он думает, ему скоро придется с ней столкнуться. Рядом с Али Мамура объясняет ему свою богатую теорию, согласно которой ангелы-хранители должны помешать рождению бога, чтобы защитить это царство. Затем Мамура вызывает другую группу людей в масках, которых он контролирует, и просит их следить за вертолетом, приказывая им атаковать любого человека или людей в масках, которые хотят их застрелить. Затем он просит еще двоих людей в масках сопровождать его к другим зданиям, пытаясь приблизиться к вертолету. И перед уходом оставляет других людей в масках, которые хотят его застрелить. Двое в масках отвечают за Рику, прося их подождать Кусакабе, потому что именно ей будет поручено допросить Рику, которую, как она надеется, ей не придется убивать в ближайшее время, поскольку она говорит, что очень ему нравится. По дороге Мамура видит, что прибывает Кусакабе, и просит его позаботиться о Рике, пока он уезжает. Вскоре после этого снайпер пытается воспользоваться телефоном одного из ликвидированных им людей в масках и вспоминает, как разговаривал с Рикой раньше. Это воспоминание заставляет его думать, что до прихода в этот мир он был другом Рики. Он внезапно чувствует, что рядом с ним находится еще один человек в маске, и понимает, что это еще один снайпер. Услышав выстрелы, Юрий использует свой бинокль, чтобы узнать, что происходит, и думает, что снайпер вот-вот убьет его. Когда он слышит это, Кун беспокоится о снайпере и просит Юрия сообщить ему местонахождение двоих в масках, потому что у него явно есть план. Его намерение состоит в том, чтобы использовать свой телефон и активировать рельсотрон в качестве оружия против женщины-снайпера. Чего она не знает, так это того, что при выстреле женщины-снайпера мост, по которому проходил снайпер, сломан, и он вот-вот упадет. Несколько секунд спустя Кун настаивает на том, чтобы знать, где находится снайпер, но Юрий не может его видеть. В то же время с подвесного моста откровенный стрелок вспоминает, что он был другом Рики, в то время как он явно ожидает, что в него выстрелят. И он решает сделать это круто, как он помнит, как жил до того, как его замаскировали. Вот почему он указывает снайперу место, где она должна выстрелить в него, и в то же время думает об Энрике, Юри, Макио и Куоне. В этот момент снайпер направляет свою винтовку на мост, на котором находится снайпер, но он появляется и разрубает винтовку. Увидев Юрия, рассказывает девушке, что происходит, а Макуи объясняет Куну, что это девушка доктора в маске. Затем Айн сражается со снайпером и дает снайперу время прийти в себя. Однако девочки помнят, что не очень сильна, и думают, что она быстро проиграет снайперу. Затем снайпер попадает в, и снайпер стреляет в нее, поэтому она прощается и убегает. Вскоре после этого доктор бежит на поиски Айн и понимает, что девушка, которую он защищал, явно снайпер. В этом случае Айн указывает ему на здание,
и он решает найти мистера Танаби и мальчика по имени Узуки, чтобы встретиться там с девушками. В то же время снайпер думает, что он должен вернуться, чтобы защитить девушек, и соглашается, что его миссия в этом королевстве другая. Позже снайпер разговаривает с Мамурой, объясняя ему, что произошло, и он ругает ее за то, что она не достигла своей цели. Хотя, повесив трубку, она понимает, что теперь у нее есть другая цель. Очень ценная информация, потому что вы знаете, что есть несколько кандидатов в Бога вместе. Чего он до сих пор не понимает, так это причины, по которой рельсотрон сработал, но не сработал. И это заставляет его думать, что явно один из кандидатов в Боги в этой королевской зоне не провоцирует его. Все это заставляет его думать, что он должен противостоять им в поисках более сильного ангела, настолько возбуждаясь, что его энергия выходит из-под контроля. Тем временем девушки прибывают в другое здание и, увидев туалет, Макуэ пользуется случаем, чтобы пойти к Куну и задать ему несколько вопросов. Она хочет знать, влюблен ли Кун в снайпера, и она говорит ему нет, но явно очень хорошо отзывается о нем. Затем Маюка спрашивает Куна, обладает ли она способностью активировать рельсотрон и важна ли эта способность для ее врага. На что она отвечает, что если он скажет ей, что снайпер просил ее никому не говорить. Перед этим Маюку объясняет ей, что если ее враги узнают, что именно она обладает этой способностью, они могут причинить ей боль, и просит ее поговорить об этом с Юри, поскольку ясно, что она обладает этой способностью. Вместе вы можете решить, как вам следует действовать. Вскоре раздается выстрел, и девушки выходят из туалета, чтобы автоматически найти Юрия, который сражается с Соком в маске. В этот момент Маюка помогает Юрию и Куну, которые плохо себя чувствуют из-за того, что им приходится смотреть, как они дерутся. Когда у девушек заканчивается сок, им становится плохо из-за того, что происходит, но они чувствуют, что должны оставаться в безопасности, если хотят изменить этот мир. Слушая их, Кунон чувствует, что они очень сильные и что она будет обузой, если пойдет с ними. Внезапно рядом с ними появляется снайпер и машет им, заставляя Куона взволноваться, а Юрия выбежать на улицу. Видя, как она бежит из-за него, снайпер думает, что она его очень боится, и объясняет Куону, что она и Маюка стали сильными, чтобы выжить в этом мире. Тем временем Мамура получает новости о местонахождении девочек и доктора мистера Танаби Юзуки, который явно встречается с ними. Неподалеку снайпер идет с Куном и говорит ему, что его враг продолжает вербовать людей в масках. Вот почему он считает, что они должны знать его местонахождение и использовать оружие. Каньор Дель Рейл против него, хотя Кун не хочет этого делать. Все это ошеломляет снайпера, поэтому Кун говорит ему, что они не могут напасть на него, так как у него похищена Рика. Неподалеку на базе Мумура Кусакаби допрашивает Рику, и он отвечает ей правдой, потому что она обещает ему не причинять вреда его друзьям. Немного поговорив, Кусакаби говорит, что понимает, что Рикуи управляет 5 людьми в масках, но что он не хочет быть богом. Выслушав ее, Рика говорит ей, что это то, что она знает, и она использует свои способности, чтобы проанализировать, правда ли то, что сказал мальчик. Через несколько минут звонит телефон Кусакаби, и его начальник говорит ему, что они не смогли ликвидировать снайпера. Услышав это, Рика удивляется, привлекая внимание Кусакаби. И он рассказывает ей о том, что до прихода в этот мир они были друзьями, но после того, как надел маску, оставил его в покое. Во время разговора Кусакаби знает, что Рика говорит правду, хотя, анализируя это, он понимает, что она что-то скрывает. Поэтому она рассказывает ему, что именно она надела маску снайперу, что его очень разозлило. Перед этим Рика говорит Акузе, что, возможно, она совершила ошибку, надев маску снайперу, потому что он явно прикончит ее команду. Но раздражение Рики настолько велико, что рана на ее голове открывается, начинает сильно кровоточить, и она теряет сознание. Вот почему Кусакаба просит спортсменку в маске рядом с ней отвезти его в лазарет. В этот момент снайпер говорит Куну, что если Рику похитит, он доставит неприятности своему врагу, и он хочет спасти его. Но его маска, похоже, не работает, заставляя его упасть. Увидев его, Кун спрашивает его, что с ним не так, и говорит ему, что если его маска выглядит так, как будто она вот-вот будет повреждена, как у Маюка. На что Кун отвечает, что чувствует себя плохо, потому что она явно не может помочь ему восстановиться, если он не спит, и он ее понимает. И именно поэтому он говорит ей, что надеется рассчитывать на ее помощь, когда его маска будет повреждена. Через несколько секунд начинается дождь, и доктор просит Юрия защитить их от другого кандидата в Бога, который является злым человеком, цель которого уничтожить всех кандидатов в Бога. Контролирую примерно 30 человек в масках. Услышав это, Юрий думает, что его врагом должен быть тот же человек, который хочет, чтобы он напал на них, и в этот момент соглашается поддержать их. Затем Маюка звонит Кун и объясняет, что случилось со снайпером. Так что она, Юрий, они уходят, чтобы помочь ей, и оставляют доктора отвечать за остальных. Когда они прибывают, Кун говорит им, что снайпер очень-очень слаб, но все еще не спит и хочет поговорить с Юрием.
Так что она уже идет в комнату, где он явно находится, и понимает, что это не так. Он рассказывает, что декор выполнен в японском стиле, и услышав, как он входит, снайпер, который сидит спиной к нему за тканевой стеной, благодарит его за то, что он пришел навестить его. Затем снайпер просит Юрия помочь ему вспомнить его прошлое, поскольку его единственное воспоминание – это то, что он дружил с Рикой. Тем временем неподалеку Синдзи звонит человек в маске из Рикуи с новостями о вертолете, который приземлился в здании, где находится Рика, хотя они не знают, в порядке ли их друг. Все это заставляет Синдзи решить пойти в это здание, чтобы провести расследование, хотя он предпочитает делать это ночью, чтобы не создавать Рике проблем. Снова в комнате снайпера Юрий заваривает чай и дает его снайперу во время разговора. Затем он снимает маску и просит Юрия увидеться с ним, чтобы узнать, узнает ли он его и расскажет ли ему что-нибудь еще о своем прошлом. Однако Юрий не знает, кто он. Что ясно видно, так это то, что снайпер очень красивый мужчина, и он говорит ему об этом, но ему очень неловко это слышать. Поэтому, снова надев маску, он говорит Юрию, что ему придется подождать, чтобы увидеть Рику, если он хочет вспомнить, кто она. В этом Юрий вспоминает, что шляпа снайпера такая же, как у его брата, и у него она была, потому что она была похожа на шляпу его друга. Снова снайпер расстроен из-за дефекта своей маски и просит Юрия быть осторожным при столкновении с врагом. Уходя, Юрий просит Куна дать телефон своего врага и говорит Маюка одолжить ему свой, чтобы позвонить друзьям Рики. Передав ему свой телефон, Маюка уходит с Кунгом и просит Юрия уйти вместе с остальными. Когда она остается одна, Юрий выглядывает в окно, и следователь в маске фотографирует ее, явно отправляя их Мамуре. В комнате девушки берут снайпера за руку, чтобы помочь ему, и через несколько секунд они появляются на футбольном поле. Перед ними появляется маска Маюка и объясняет, что они явно находятся в воспоминаниях, а также говорит им, что если они вовремя не найдут снайпера, он убьет их. Он может умереть. Тут же девочки проходят через этот сон, ищут снайпера, а перед ней появляется мальчик. Увидев его, Маюка думает, что он может быть опасен, а Кун понимает, что это мальчик-снайпер. Он приветствует ее и ведет к тому месту, где явно находится его маска, и, подойдя к другому мальчику, приветствует его. Это тот самый Рика, который сидит рядом со снайперской маской и спрашивает своего друга о девушках. Когда он слышит ее голос, мальчик вспоминает, что Рика называет его Ю, а его фамилия Макото. Затем Кун подходит к маске снайпера и использует свою силу, создавая перед ним большой взрыв. И в конце говорит ему, что у него больше нет приказа убивать людей, но что она должна продолжать носить указанную маску, чтобы избежать срабатывания приказа причинить себе вред, сняв ее. А что касается твоих воспоминаний, то они будут всплывать постепенно. Все это возбуждает снайпера, который благодарит Куна и говорит ему, что он отлично справился. Затем Куан падает на землю из-за того, что потратил много энергии, поэтому он решает вернуться из этого сна и позволить ей отдохнуть. В этот момент мистер Танаби чинит пистолет Юрия, и мальчик учит его, как предотвратить его заклинивание. Внезапно девушка кричит о помощи, и Юрий бежит, чтобы спасти ее, но, к сожалению, не успевает и понимает, что это ловушка, потому что перед ней четверо, замаскированные, ожидающие нападения на нее. Однако, благодаря тому, что они починили пистолет, Юрий смог их уничтожить. Чего она не знает, так это того, что следователь в маске спрятался, чтобы все видеть. Покончив с четверкой в масках, Юрий чувствует усталость и откладывает оружие в сторону. Поэтому следователь использует возможность атаковать, бросая ножи, и Юрий бежит прятаться. Некоторое время спустя Юрий чувствует себя в ловушке за дверью, и появляется Маюка, чтобы спасти ее. Через несколько минут между ними они ловят следователя и спрашивают его о его хозяине. Пока это происходит, Мамура записывает на доске информацию, которая у него есть о других кандидатах в боги, и говорит своему дворецкому, что Юки, Кун и Снайпер считают, что в реальном мире он должен следовать за ними, как и до сих пор. Но он не согласен и чувствует, что ему нужно очистить мир, убрав слабых. Это то же самое, что следователь рассказывает девушкам, говоря, что он уверен, что их босс станет победителем, и когда ему это удастся, он изменит мир. Услышав это, Юрий решает покончить с Мамурой, потому что ему кажется, что он сумасшедший и что ему не нравится то, что он хочет делать с миром. В то же время Мамура планирует напасть на них и приказывает дворецкому использовать Кусакаби, пловца и еще одного по имени Великий Ангел. Вскоре после этого в комнате снайпера он просыпается и понимает, что рядом с ним Куон и что он все еще спит. Неподалеку, в штаб-квартире Муры, Кусакаби наблюдает за Рикой, который спит в лазарете, и замечает, что рассказчик пересекает мост. И там он нападает на девушку и явно думает, что он очень силен, но ангел явно непобедим.
Затем Ку кончает и подходит к окну и вспоминает, как Мамуре удалось одолеть его, и думает, что рядом с ним никто не сможет победить его. Когда он видит, как она выглядывает в окно, Рикуя в маске делает снимок на свой мобильный телефон и отправляет его Синдзи, так что Элита остается в одиночестве. Они воображают, что это она наблюдает за Рикой и явно поражены ее красотой. Позже снайпер выздоравливает и оставляет Куна отдыхать, а Рика просыпается в штаб-квартире Мамуры. После пробуждения Кусаки выходит с пловцом и говорит Рике, чтобы его оставили ненадолго с Ламукамой. Видя это, Рике любопытно узнать, куда они идут, но она не хочет ему говорить. Однако охраняет ее в маске. Он фотографирует Рику в лазарете и троих выходящих в масках, и команда Синдзи отправляет их Юрию, и она понимает, что они собираются напасть на них. В этот момент появляется доктор и говорит ему о том, что он не смог контролировать репортера, но думает, что ему удалось отключить одну способность. И чтобы проверить это, он просит снайпера помочь ему, сумев остановить его всего на секунду. Вскоре после этого Кун просыпается, и перед ней стоит снайпер с небольшим количеством еды. Он также рассказывает ей о людях в масках, говоря о том, что они должны прибыть в его здание в течение часа. Вот так, что Кунг очень быстро начинает есть. А в другой комнате доктор ест с Эимом и Сузуки, вспоминая, как Юрий рассказал ему правду о Рельсатроне и попросил его о помощи. Вот почему мальчик считает, что доктор очень быстро согласился помочь, несмотря на то, что она солгала ему раньше. На что доктор отвечает, что она лучше Муры и со своими способностями не может справиться с этим в одиночку. Вот почему она предпочитает быть на стороне Юрия и его друзей, и мальчик соглашается. Через несколько часов мальчики договариваются о своих стратегиях и расходятся, чтобы дождаться людей в масках. Увидев приближающегося к Узу Кейба, снайпер вспоминает, как девушка надела на него маску, и Узуки рассказывает ему о своей маме. Услышав это, снайпер промахивается по ней, и это дает Кузи Кейбу время бросить дымовые шашки вокруг нее. Затем снайпер просит Адзуки рассказать ему свою историю, в то время как Юрий, Кун и Айн противостоят двум в масках. Один из них пловец, но девушка не понимает, что происходит с другим, потому что он звонит по телефону. Вскоре после этого человек в маске получает приказы от Мамуры и превращается в великого ангела. Перед тем, как повесить трубку, Мамура говорит великому ангелу, что именно он заблокировал его и что он ждет его в здании девушек. Также говоря, что они являются частью его команды и что он явно находится в замешательстве. Они столкнутся с ним. Перед этим ангел использует дубинку, чтобы разбить пол и отвлечь девушек, пока он приближается к зданию в поисках Мамуры. За ним идут Эй и Юри и просят Маюка сопровождать его, чтобы защитить остальных. Маюка не хочет уходить, но у нее нет другого выбора, поэтому она просит Юрия, пожалуйста, позаботиться о себе. Перед Юрием остается рассказчик, и именно он забрал Рику. Юрий взволнован при мысли о том, что он отомстил за своего брата. Все это видит издалека ангел-хранитель, который раньше помогал Юрию, который решает наблюдать за ним оттуда. Услышав Азуки Ямар, мама Кусакабе приходит в замешательство и падает на землю. В то же время великий ангел взбирается на стены здания, чтобы найти Мамуру, и снайпер стреляет в него. Но великий ангел настолько быстр, что пуля останавливается, полностью оставляя снайпера поражен. Вскоре после этого великий ангел входит в одно из окон здания в поисках Ая Мамуры, потому что он понимает, что отправить его наверх — это настоящая ловушка, чтобы прикончить его с помощью снайпера. Когда откровенный стрелок делает это, он поворачивается, чтобы спросить, все ли с ним в порядке. Однако она не может пошевелиться, так как парализована страхом. Увидев ее, снайпер предлагает ей обнять и говорит, что он защитит ее. Тем временем в столовой великий ангел ест пиццу, оставленную доктором на столе, и В появляется, атакуя его своим мечом. И после нескольких неудачных попыток победить его, великий ангел ломает свой меч и вытаскивает свою дубинку, чтобы поразить ее. Она нервно ожидает, что большой ангел ударит ее, но он ненадолго останавливается, заметив, что Маюка и доктор прибывают в столовую. В этот момент большой ангел пытается напасть на доктора, и он использует свою способность, чтобы остановить его, сумев помочь девушкам причинить ему боль. Видя силу доктора и не давая ему снова остановить его, большой ангел стреляет ему в шею, и Айн уносит его в лазарет. Когда Макио остается с ним наедине, он просит помощи у своей маски, и она говорит ему о том, что есть некоторые способности, которые могут помочь, помогите ей бороться. Но если она хочет их установить, ей нужно выиграть
выиграть как минимум 3 минуты времени у соперницы. Ангел немедленно использует свою дубинку и швыряет Маюка в стену, повредив ей ухо. Однако осталось еще 2,5 минуты, чтобы активировать его способности, и она не знает, как его развлечь. В этот момент появляется мистер Танаби, он предъявляет претензии великому ангелу за то, что тот ударил Маюка, давая Маюка время отдохнуть и дождаться активации ее новых способностей. Снова на крыше Юрий продолжает сражаться с пловцом и явно уклоняется от его пуль. Затем ангел касается мистера Танаби, и он теряет сознание, оставляя великого ангела в полном замешательстве. Потому что он чувствует, что этот человек ищет справедливости, как и он, но не может долго стоять на ногах. Когда она заканчивает с ним, большой ангел понимает, что где-то рядом что-то происходит, и высовывается, чтобы узнать, о чем все это, поскольку он явно этого не знает. И это неизвестное, что он должен знать. Он находит в коридоре сияющую Маюка, которой удается атаковать его более быстрыми движениями, в то время как он думает, что хочет снова встретиться со своим другом Юри. Как бы ему это ни удалось, ее новый облик, быстрота и решительность поражают великого ангела, хотя он продолжает думать, что победит его. Возвращаясь на крышу, Юрий стреляет в пловца, и он защищает себя, используя все, что встречается на его пути. А затем ныряет в дым, который Кусакабе создал, явно напав на нее со спины. Но, к его удивлению, Юрий предвидит его атаку, ему удается устранить его, а затем бросается на помощь Маюка. В то время как Юрий бежит рядом со своей подругой, Узуки плохо себя чувствует, потому что снайпер хочет забрать оттуда Куона. Поскольку мальчик чувствует, что они бросят всех, кто пытается их спасти. Поэтому он решает пойти и спасти их в одиночку. В то же время великий ангел говорит Маюка, что хотя он был удивлен ее смелостью и быстротой, пришло время покончить с ней. Услышав это, Маука вспоминает усилия всех своих союзников победить его и отрицает, что все было напрасно. Со своей стороны снайпер продолжает обнимать Куона и чувствует, что не может позволить им причинить ей боль. Несколько секунд спустя Маюка вспоминает, что перед боем они договорились сказать фразу, которую она никогда не скажет, в знак помощи. И выбросившись из окна, она говорит, что больше не может, которую сразу же слышит Юрий и снайпер, которые сразу же идентифицируют ее сигнал. И снайпер сообщает Конгу местонахождение Маюку, чтобы она использовала эти координаты и выстрелила из рельсотрона по большому ангелу. Однако энергия Конга настолько велика, что в этот момент ему удается сделать это очень быстро, повергая всех в изумление. Когда он понимает, в чем дело, Кусакабе пытается сообщить Мамуре, но снайпер стреляет в него по телефону. И в тот момент, когда она выглядывает, ища его, Кусакабе пытается предупредить Мамуру. Тот, в кого он стрелял, понимает, что это был снайпер, а рядом с ним Тазуки, которого он узнает как своего сына, и из-за этого его маска снова срывается. И он на мгновение падает на землю, а затем убегает. Увидев, как она уходит, снайпер приходит в восторг, потому что ему не нужно сражаться с ней, и Кун просит его убедиться, что великий ангел мертв. 2 этажами ниже кафе Маюку надеется, что выстрел не приведет к обрушению здания перед ней, видит великого ангела, который пытается убить ее. Он говорит вам, что ему удалось увернуться от пули. Когда ему очень больно, но перед смертью он хочет прикончить Маюка, вот почему великий ангел снова вытаскивает свою дубинку, и сверху Юрий прыгает, чтобы спасти ее. Однако, когда Юрий решает устранить его, срабатывает ее способность контролировать маскировку. И она не знает, простить его или сделать частью своей команды, или прикончить его за то, что он его враг. Внезапно господин Танаби появляется рядом с великим ангелом и говорит Юри, что его лучше простить. Затем Юрий использует свои силы, чтобы заблокировать способности великого ангела, и он превращается в дружелюбное существо. Прямо за всем этим незаметно для них репортер в маске слышит имя Юрия и понимает, что он из семьи Рики, так что никто его не видит, он убегает и рассказывает Мамуре все, что слышал. Из другого здания Синдзи и его товарищи по команде празднуют победу команды Юрия и думают, что осталось только спасти Рику. Позже команда Юрия анализирует ситуацию, потому что, хотя они победили своего врага, доктор умер. Столкнувшись с этим, Юрий спрашивает Айн, как она себя чувствует. И она говорит ему, что с ней все в порядке и что последним желанием доктора было, чтобы она продолжала помогать ей. Вскоре после этого Мамура звонит Рике, чтобы сказать, что они не смогли добить снайпера и что ее сестра очень сильная. Обнаружив себя, Рика злится, говоря, что она не его сестра, и пусть он убьет ее, если явно сможет, но по тону ее голоса он узнает. На следующее утро Юрий и его союзники решают спасти Рику и в конечном итоге покончить с этим миром. И на этом заканчивается это потрясающее аниме.